Итак, друзья, всем привет! На моем канале Ижмота с того бока. Сегодня тема будет посвящена восстановлению советских коленчатых валов на мотоцикл Иж Юпитер. Ее целесообразность, как это сделать, в принципе, практически в гаражных условиях, либо с привлечением третьих лиц. Нужно ли это делать, потому что я делал уже обзоры и на китайские валы. Как бы, может быть, проще все-таки купить их, чем заниматься перепрессовкой, ремонтом каким-то и так далее. Итак, все по порядку. Первое. У меня вот появились такие вот коленчатые валы. Вот. Это советские валы. Не знаю, какого года выпуска. Но вот здесь вот интересно, цапфа сделана с такой вот фасочкой. В принципе, здесь все цело. Здесь некоторые небольшие побитости, но немножко поправить, и можно будет зажать в биениометр коленвал, чтобы проверить после перепрессовки. Итак, значит, на что стоит обратить внимание, когда вам предлагают приобрести подержанные коленчатые валы? Первое, конечно, это состояние цап коленвала. Это очень важно, потому что если цапфы изношены, то восстановить их довольно проблематично. Есть метод газодинамического напыления холодного, можно им, но я обзвонил довольно большое количество компаний, которые занимаются этим, и там позвонил на производство, где выпускают эти аппараты, которые делают газодинамическое напыление. Там специальный порошок нужно использовать для напыления на цапфу коленвала с последующей шлифовкой в размер и так далее. Этим никто не занимался никогда, сколько это будет ходить, неизвестно. В общем, эксперимент. Возможно, я займусь этим, потому что у меня есть еще пара коленвалов, они в прекрасном состоянии, там пробег около 5000 километров на них. Люфта нет в нижней головке шатуна, но одна проблема, там цапфа, когда на заводе изготавливалась, ее размер прослабили, причем довольно существенно, около 0,08. То есть, если одеть подшипник, он просто имеет огроменный люфт. Это все не будет работать должным образом, требует ремонта. Вот, возможно, соберусь с мыслями, как-то организуем, потом вам все это покажу. Итак, вот у нас коленвалы. Мы хотим их проверить перед тем, как покупать. Конечно, обязательно здесь нужен прибор, который будет мерить нам цапфы коленвала. Естественно, вот такой вот микрометр, он стоит существенно недорого, бэушный. Ну, ребята, бэушный, не бэушный, его всегда можно отрегулировать, подстроить, тем более 0,25 конкретный, он не обязательно здесь концевые меры для отстройки, просто в ноль выставляете и регулируете. Это есть в интернете, об этом можете найти. Так, и вот мы приобрели, либо у нас есть, взяли в пользование у друга, начинаем мерить. Первое, конечно, это нужно будет определиться. Вот этот коленвал правый у нас, то есть сюда у нас устанавливается якорь со стороны зажигания, а вот здесь у нас уже работает подшипник. Здесь также еще один подшипник 205, ну а здесь зажимается маховик. Итак, на данном коленвалу нужно промерить первым делом это состояние, размерность цапф под подшипник. Начинаем. Таким, конечно, не очень удобно, потому что здесь вот эта часть довольно широкая. Можно другим 25-50. Ну ладно. Так, вот мы видим, здесь у нас получается минус 2 сотки. Это терпимо, так скажем, но уже не есть хорошо. Итак, мы померили вот в этой плоскости
Вот в этой плоскости теперь повернем коленвал и померяем вот так. Ну, здесь вот 1,5 сотки. Опять же повторюсь, здесь получается, что я измеряю по краю, потому что у меня не позволяет инструмент подлезть близко к щеке. Сейчас у меня нет здесь в гараже другого микрометра, потому что только в наличии 50-75, а нужно 25-50. Ну да ладно. То есть вот тут будем считать, что минус 2 сотки у нас, да? Меряем эту сторону. Так, вот тут уже, ну тоже минус 2 сотки. Вот так смотрим. Те же 2 сотых миллиметра. Видно, что был проворот подшипника. Вот здесь небольшой, незначительный. Меряем теперь посадку под маховик. Повторюсь, 3 размерные группы. Так, вот здесь у нас получается почти 1,5 сотки в минус. Меряем дальше. Вот тут уже почти 2, то есть есть некоторый неравномерный износ. Ну тут, конечно, я у шпонки мерю, возможно. Вот здесь 1 сотка. Ну вот, 1,5 те же. В принципе, ну будем считать минус 1,5 сотки. Вот здесь. На цапфе, где маховик. Так, берем левый коленчатый вал и попробуем сразу начать с маховика, так скажем, не отходя от кассы. Да, они одной размерной группы. По прибору я не вижу разницы, то есть те же примерно 1,5 сотки. Ну вот. Здесь вот 2, почти 2 получилось. Ну, возможно, неточность измерения. Да, ну то есть в принципе коленвалы, я так понимаю, одной размерной группы. Они похожи, цапфы изготовлены. Были они, значит, сняты с одного двигателя. Вроде как. Ну вот на этом коленвалу, конечно, есть тяжелая рука ремонтников, так скажем. Здесь вот побили конусную посадку под звездочку приводную. Сейчас померяем вот здесь. Так, раз, 2,5 сотки в минус. Это посадка под подшипник. Минус 2,5 сотки. И тут 1,5. Ну, потому что здесь уже более серьезные были провороты. Видно, да? Вот эти вот места. Так, на палец. Палец вообще, ребята, это самый точный измерительный инструмент. Он чувствует около сотки, вы можете легко чувствовать. Здесь я чувствую, что есть износ, да, перепад. Но так, померяем вот здесь теперь. Сейчас.
я хочу и вам вроде бы показать на камеру. И я не проводил раньше, ну, то есть я вместе с вами сейчас впервые. Вот здесь вот довольно существенно, здесь 7-8 соток. 8 соток износ, но опять же здесь по краю. Вот, значит, что мы имеем? Получается, что условно коленвалы одной размерной группы, да, с изношенными НГШ, тут и втулки изношены, все это. Вот, но после замеров что нам стало понятно? То, что в принципе коленвалы можно перепрессовать, установить новые шатуны. Это целесообразно в данном случае. Вот. Это будет не сильно дорого. То есть комплект, там 2 шатуна, где-то в районе 2000 рублей можно уложиться за 2 шатуна. Ну, плюс перепрессовка с последующей центровкой коленвалов на призмах, либо в биениметре. Все это будет работать. Перед разбором, конечно, их нужно будет покрутить, посмотреть, какое имеют они на данном этапе биения. Сейчас я найду подшипник и расскажу вам, как можно, в принципе, косвенно, опять же, получить некоторое представление, не имея такого инструмента.